Снимаем. Так, сегодня суббота, мы делаем вафли. Доброе утро. Привет. Значит, я включаю. Это моя вафельница. Красивая вафельница. Так, и теперь начинаю делать. Так, значит, я кладу молоко. Чашку. Я думаю, 2. Так, теперь мне надо растопить масло. Значит, я поставлю на огонь примерно такое количество масла. О, ты сразу в этой штуке делаешь? Да. Потому что это хорошего качества. Так. Значит, сюда я добавляю, пока топится масло, добавляю яйцо. Я кладу совсем чуть-чуть сахара. Немножко соли. Бейкинг-паудер. Как по-русски бейкинг-паудер? Разрыхлитель. И я кладу полпачки творога или фанус чиз. Вот такая система. Половина пачки для вафли, другая половина для сырника. Да? 1,5 пачки я использую для сырника. 1,5. Ну да. Это твой рецепт, да? Ну, это то, как я делаю. Я взяла как бы основной классический. Я кладу меньше сахара гораздо, чем по рецепту. Я добавляю творог. Чтобы больше белка. Да, и он вкуснее получается. И полезнее. Так, теперь, когда растопится масло, мы добавим масло и муку. Отлично. Этот рецепт для Феди больше, чем меня. Я не знаю, ты будешь делать вафли? Хочу, но значит мне надо вафельницу. Как называется? Вафельницу? Вафельницу, да. Вафельницу мне надо купить. Да, я считаю, что хорошая качественная вафельница имеет значение. Да. Потому что есть... Так. Она тут потихонечку топится. Сколько муки? Ну, я думаю, 1,5 или 2 чашки примерно. Ну, это количество. Так, значит, добавляем сюда. Теперь добавляем муку. Вот столько муки. Я думаю, в целом получается где-то 1,5, может быть, 2 чашки. Я просто добавляю понемножку. Оно должно быть определенной консистенции. Оно должно быть не слишком жидкое, но и не слишком густое. Хорошо, не слишком жидкое, не слишком густое. Так, ну вот, тесто готово. Сейчас подождем. Вафельница должна загореться синий свет. Когда она будет готова, тогда начнем делать. Так, значит, вафельница сейчас раскалилась. Я обычно меряю это полчашки. Значит, зачерпываю тесто. Все. Ты даже на всю не поставила, Оно растекается. Она по краям, растекается. да. У нас есть рыба? Сейчас нет. Жаль. Ну, с рыбой, да, хорошо. Ступили. Крем-чиз и рыбка. Как ты сегодня будешь кушать вафли? Крем-чиз. Крем-чиз — это русское слово.
Сливочный сыр по-русски. Ну, это как-то уже непривычно. Да. Ну, Сливочный сыр. крем — это сливки. Да, ну это просто Сливочный сыр. перевод. Вот ты хотела по-русски, получай по-русски. Так что она тебе сказала, что готово. Да, все, готово. Хрустящая вафля. И я кладу следующую. И сколько получается обычно? Из этого количества 5 или 6. 6. Угу. Отлично. Ура!